Все, кто смотрел сериал «Великолепный век» Кесем, сострадали маленькому мальчику Мустафе, судьба которого с первого дня была неоднозначной. По всем правилам он должен быть казнен, однако смерть была заменена на клетку. Это был первый случай в Османской империи, начиная с введения закона султана Фатиха Мехмеда о престолонаследии, когда маленький Шахзаде остался жив. Исследуя историю Османской династии, мы часто задаем себе один и тот же вопрос: зачем рожают, чтобы потом убить? Почему не придумать другую систему, которая не позволила бы проявлять такую жестокость ко всем сыновьям султана? И часто не находим ответ. Давайте посмотрим, какая участь настигла первопроходца Шахзаде, которому удалось избежать закон Фатиха, и какова реальная история Мустафы, в отличие от той, что нам показали в сериале. Предполагается, что Мустафа был сыном правнука султана Сулеймана Великолепного Мехмеда, а Мехмед, соответственно, это сын Мурада и Софие. Мустафа родился в Манисе в тот момент, когда Мехмед был еще Шахзаде. Всего у Мехмеда было 4 сына, 2 из которых станут султанами, а 2 других умрут от разных болезней. В живых на момент смерти султана Мехмеда останутся 2 сына – Ахмед и Мустафа. Ахмед на правах старшего наследника, а ему было всего 14 лет, станет султаном, и ему предстоит сделать выбор, как поступить с маленьким Мустафой. Согласно традиции, Мустафа должен быть казнен, однако этого не произошло первый раз в истории за последние 100 с лишним лет. Мустафа родился и рос вполне нормальным ребенком. Он учился в школе при дворе, и никаких записей о том, что у мальчика были какие-либо психические отклонения, историками не найдено. Но, как мы знаем, Мустафа все-таки сошел с ума. Почему Ахмед не казнил Мустафу? Давайте разберемся. На этот счет существует множество версий. Самая популярная из них говорит о том, что у Ахмеда не было детей, а по законам империи это большой риск для всей династии. Если Ахмед умрет, то некому будет зайти на престол. Следующая, не менее обсуждаемая версия гласит, что инициатором того, что Мустафа остался жив, являлась Кесем. Якобы Кесем не хотела, чтобы на трон взошел молодой Осман, сын Ахмеда от наложницы Махфируз, и она уговаривала Ахмеда оставить в живых Мустафу. Еще одно предположение на этот счет: Ахмед очень любил Мустафу, был набожным и не казнил брата из сострадания. Венецианский же посол писал в своем отчете о том, что Ахмед дважды собирался казнить Мустафу, но ему помешала это сделать стихия. Оба раза вспыхивали большие штормы, которые Ахмед воспринял как знамение свыше, потому Мустафа остался жив. Как бы ни случилось на самом деле в истории, судьба уготовила для Шахзаде крайне печальные события. Ахмед отменил право на казнь для других наследников и заменил его на пожизненное содержание в тюрьме. Маленький Мустафа попадает в Кафес, клетку, где содержится под глубоким надзором, по сути, в камере одиночки. Там-то он и сходит с ума. Интересная историческая деталь. В сериале и даже русской версии Википедии указывается, что матерью Мустафы являлась наложница Мехмеда Халиме, а вот в турецких источниках чаще говорится о том, что имя матери Мустафы осталось за кадром летописи, и оно неизвестно. Во всяком случае, об этом пишет исламская энциклопедия и турецкий историк, учитель и писатель, известный своими работами по вопросам краеведения, истории города, истории сельджуков, истории Османской империи и истории образования Неджет Сокологлу. Первое восшествие на трон. Несчастный Мустафа сядет на трон султана дважды за свою короткую жизнь. И оба раза это будет позором для династии. Когда внезапно и рано ушел из жизни Ахмед, совет при дворе во главе с шейхуль-исламом принимает решение посадить на трон именно Мустафу, а не малолетнего сына Ахмеда Османа. А почему? Говорят, что этому противилась Кесем Султан. Она категорически была против Османа, так как планировала видеть на троне кого-то из своих шахзаде. Так или иначе, но сумасшедший Мустафа прошел процедуру опоясывания мечом и стал султаном.
Это случилось в 1617 году, но правил он недолго и уже через почти 4 месяца своего почетного места был лишен. Опять же, в истории описывается несколько причин, почему он был свергнут или отрекся сам. Думаю, это не главное. Мустафа был слаб умом, и этого достаточно, чтобы определиться с причиной его отставки. И, как вы понимаете, он опять возвращается к Летку. Второе восшествие на трон. После зверского убийства султана молодого Османа Мустафу усадили второй раз на престол. События вокруг молодого Османа, убийство, ложь, предательство и унижение – все это происходило на глазах и без того безумного Мустафы. Это еще больше усилило его безумие. Ему во сне приходил Осман, Мустафа выскакивал из своих покоев, бегал по коридорам дворца, стучался во все двери и выкрикивал имя Османа. Понятно, что во время его второго правления империей правил совсем не он, а визири. В частности, большое влияние во власти приписывается Давиду Паше. Здесь же упоминаются такие имена, как Хусейн Паша и Шейхуль-Ислам Ихья-Эфенди. Так или иначе, но спустя год с небольшим Мустафа был повторно свергнут и отправлен обратно в Кафес. Таким образом, его первое правление длилось 96 дней, второе – год, 3 месяца и 22 дня. После того, как Мустафа был лишен трона, он прожил 15 лет в тюрьме для Шахзаде. Информации о том, как он жил и что было с его здоровьем, нет. Пишут только, что у него не было связи с наложницами, детей не было. Умер Мустафа в 1639 году. Причина смерти неизвестна. Похоронен перед мечетью Святой Софии. Мустафе было 47 лет. Вот такой мы увидели историю первопроходца отмены братоубийственного закона. А что из сериала «Кюсем» запомнили вы? Поделитесь с нами в комментариях. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал, посещайте вкладку «Сообщество» и узнавайте еще больше про Османскую империю.